День добрый, всем привет, друзья! И привет с нового города, привет с Познани! Да, я продолжаю свою рубрику «Новый день, новый город». Я продолжаю знакомиться с другими городами Польши, я продолжаю знакомиться с Польшей. И сегодня, как вы видите, я приехала в город Познань. Поэтому, если вы хотите этот день провести со мной, то, конечно же, приглашаю. Если вы хотите познакомиться тоже, как и я, с Познанем, конечно же, приглашаю. Но очень прошу вас проверить, подписаны вы или нет. Если нет, очень прошу вас подписаться. Очень прошу вас поставить лайк. Очень прошу вас написать мне какой-то комментарий, потому что именно лайки ваши и именно комментарии помогают в продвижении моего канала. Ну и также я так чувствую вашу поддержку. Ну что ж, пошли гулять по Познани. Что мы знаем о Познани? Познань очень старинный исторический город Польши, который находится на реке Варте. Познань пятый по населению город Польши. Если говорить о истории, то говорят, что сам Мешко I выбрал Познань своей резиденцией. А в годах 1290-1296 Познань была столицей Польши. Если вы не знаете, кто такой Мешко I, Мешко I – это первый правитель Польши, но не король. Королем уже стал его сын. И вы знаете, я очень давно хотела побывать в Познане, посмотреть на Познань. Почему? Потому что в самом-самом моем начале пути, когда я задумалась о переезде в Польшу, Познань я рассматривала как один из вариантов. То есть у меня был топ-3 городов, куда бы я хотела переехать, и уже как бы финальная тройка вошли Познань, Варшава и Гданьск. Долго эта финальная тройка у меня держалась, но в результате, как вы знаете, я в Варшаве, но о Познани я очень много читала, я очень много смотрела, я очень много знаю о Познани, ну, потому что я как бы была в подготовке переезда и очень тщательно изучала каждый из этих троих городов. Поэтому я очень рада, что я наконец-то тут оказалась. Ну, а сейчас я бегу быстренько в старый город. Почему я бегу? Потому что поезд опоздал. И опоздал на 20 минут. Знаете, я уже не удивляюсь. Для меня больше удивления, когда поезд приедет вовремя. Поэтому поезд опоздал, а мне надо в 12, ровно в 12:00 быть в старом городе, быть около ратуши. Почему? Узнайте чуть позже. Вы знаете, Познань очень славится своими очень футуристическими какими-то торговыми центрами. И вот мне по дороге попался один из них. Это старый бровар. Сделано как старая броварня и очень-очень оригинально. Если честно, я уже подхожу к старому городу. И старый город как бы в низине находится. Но, если честно, архитектура как-то очень меня расстраивает, потому что тут уже как бы исторические здания. Вон там уже историческое здание, а тут как будто выросло что-то непонятное что. Тут тоже непонятное что. Но как бы очень жаль, что нету как бы единого стиля постройки, потому что там я вижу, что как бы они старались как-то реставрировать. Но тут тоже будут реставрировать. Но вот это прям так глаза мне мозолит. Ребят, на одной из площадей в старом городе можно найти вот такие, не знаю, видно или нет, но там подо мной под стеклом, когда проводились раскопки, они так это все и оставили. И стекло, конечно, немножко такое мутное, но просто очень оригинально это все смотрится. Вон там колокол. Думаю, что видно. Кстати, на эту площадь я зашла очень случайно. У меня не было ее в планах, и как-то я об этой площади и не читала. Но очень красиво. А тут, кстати, даже по годам написано, что где происходило. Отбудова, przebudова. Очень оригинально сделано.
Ну, а вот я. Привет, привет. Скажу вам честно, первое впечатление о Познане — это большая стройка, большая реставрация, потому что везде что-то копают, везде что-то строят. А центральные такие пути к ратуше, они перекрыты, вон там перекрыто. Тут как бы можно пройти. Да, как-то вот так оно вот все выглядит. И мы наконец-то вышли к ратуше. Ура! Честно говоря, насладиться старым городом, насладиться рыночной площадью, как вы видите сейчас, не удастся. Очень жаль. Очень жаль. И под звуки машин, под бурение я приближаюсь к толпе. Эта толпа вся ждет и смотрит на ратушу. Почему же они все ждут и смотрят на ратушу? Потому что тут есть особая традиция. Потому что все люди ждут козлов. Как бы это ни странно звучало, но да. Дело в том, сейчас, как вы видите, без 15, 12, но ровно в 12 на балкон, на один из балконов выйдет трубач, настоящий трубач. Он сыграет мелодию, и появятся два козла, которые будут отбивать нам 12 гонгов. Поэтому я так спешила на эту площадь, так спешила сюда подойти, чтобы увидеть это все своими глазами. Ну что ж, буду ждать еще 15 minut. O, wychodzą z Białeckich. Nie wiem, czy to mi poszło. Teraz nie umiem. Dzięki dwa wychodzą. Ile jest zegar? Za zegarem tak jakby tarasik, na tym tarasik są dwa są takie... No zaje. Na koziełki. Teraz jest zdjęcie. Na żywo Na żywo oglądasz? No oglądam. Potem się. Ja robię zdjęcia. No i dobrze. Widzisz czy nie? A ja nie wiem, czy nagrywam, czy nie. Ja też właśnie nie wiem i przez to teraz zdjęcia robię. Ale choćby nagrywa, to i tak nic nie będzie widać przecież. Nie tak 12 razy? Koziołecki. Zdjęcia robisz? Ребят, это действие происходит с 1551 года. Конечно, трубача я, к сожалению, не видела, но слышала. Он где-то там был в глубине. Ну, вы видели само, как это действие выглядело. Видите, какая толпа собралась. Ну и плюс вот эти решетки, конечно, расстраивают. Но я хочу сказать благодарность Познанью за то, что на этих козлах были ленточки и ленточки украинского флага. В цветах украинского флага. Спасибо, Познань, за это. Спасибо. Честно говоря, я не знаю, как вам рассказать о площади рыночной, но потому что никак и не заснимешь, и не покажешь, как она на самом деле выглядит. Но вот некоторые детали. Эта площадь была заложена в центре города в 1253 году, именно когда Познань получила автономию по Магдебургскому праву. И площадь идеально квадратная, 141 на 141 метр. Сейчас, к сожалению, не видно идеального этого квадрата. Все, что мы видим, это заграждение. Также вот эти дома, которые находятся вокруг, они очень-очень разноцветные. Они действительно как новогоднее какое-то украшение. И, к сожалению, их тоже хорошо не заснимешь, но очень такое впечатление веселого города у меня появляется, когда я смотрю на эти разноцветные домики. Но, к сожалению, половина этих зданий не дожило до наших дней, как бы оригиналы, и виной тому Вторая мировая война. Но, как вы видите, очень все хорошо отстроилось, очень все хорошо отреставрировалось. И домики эти действительно очень оригинальные, и такое
Как будто каждый домик со своей какой-то историей, со своей какой-то душой. Большая часть домов, которые построены на рыночной площади, они датируются 15-16 веком, и они были предназначены в основном для купцов, которые торговали на этой рыночной площади. На многих домах можно увидеть гербы именно тех купцов, кому принадлежал этот дом. Кстати, тут очень низко самолеты летают. Такое ощущение, что где-то аэропорт вообще очень-очень близко. Вы видите этот самолет? Еще по 4 сторонам площади находятся фонтаны-памятники, которые сейчас, к сожалению, окружены, и к ним ближе не подойдешь. Они посвящены древнеримским Парсифине, Аполлону, Нептуну и Марсу. Еще где-то тут должен находиться столб, средневековый столб позора в то время, но я его как-то не нашла. Еще раз говорю, я просто в шоке, почему все перекрыто. И главное украшение рыночной площади, конечно же, ратуша. Здание построено в стиле позднего Ренессанса в 1550-1560-х годах. На верхушке 2-метровый орел, символ Познани. Ну а сама ратуша раньше была высотой 90 метров, но это было раньше. Прошли года, войны, непогода. Сейчас ратуша высотой 61 метр. Единственное открытое местечко, куда можно подойти ближе к ратуше и действительно рассмотреть все детали. Как я уже ранее говорила, рыночная площадь, она находится как бы так в низине. Так вот, из одной из сторон, выходя из рыночной площади, мы поднимаемся чуть выше и оказываемся в Королевском замке. Сейчас здесь находится музей прикладного искусства. Ну а вот такой вот вид открывается с высоты около Королевского замка. Как вы видите, стройку очень хорошо видно, очень хорошо видно. Ребят, погода в одночасье резко изменилась, поднялся ветер, начался дождь, но я хочу вам представить речку Варту. Эта река разделяет Познань как бы на условно 3 части. Первая часть там, где я пока что нахожусь, это часть со старым городом. Вон там, на другой стороне, находится Тумский остров, куда я, собственно говоря, направляюсь. И за Тумским островом, с другой стороны, еще есть клочок земли, где располагается озеро Мальта. Туда я тоже планирую дойти. И как-то мне очень жалко, что не сделана красивая набережная, например. Потому что я вот так по прямой просто вышла со старого города и направляюсь на остров Тумский. Вон уже одну из достопримечательностей видно. Но тут как-то оно все не сделано, знаете, как я привыкла, когда все ухожено, все в плиточке, какие-то там деревья, лавочки. Или же, возможно, я просто нахожусь не в той части, где набережная сделана. Поэтому напишите мне в комментариях, есть ли какая-то красивая набережная в Познани. И, ребят, я на острове Тумским. И именно это место, именно этот остров считается тем местом, где зародилось польское государство. Именно тот костел, который находится у меня за спиной, считается одним из самых старых костелов в Польше. Сейчас это место, можно сказать, что большой музей. Здесь на этом острове находится пару старых музеев, а также один из новых музеев, куда я чуть позже подойду. Ну а костел Святого Павла и Петра. И этот костел был построен еще в 1968 году. С годами он перестраивался, достраивался. Сейчас же это смешение таких стилей, как поздняя готика и романский стиль. Еще говорят, что именно в этом костеле, ну это не доказано, но так говорят, что в этом костеле была коронация Болеслава Хоробрего. И также я где-то читала в одних источниках, не знаю, можно им доверять или нет, что где-то в подвалах этого костела как раз таки находятся мощи королей, и в том числе и Болеслава Хороброго.
Просто представьте себе, что, например, вот этот камень, он может быть с 1900, ой, без 1996 года. 996 года. Это ж обалдеть. Друзья, ну а вон то это мультимедийный музей, очень современный музей, который был построен в 2012 году. Он был построен как раз перед тем, как началось Евро-2012, чемпионат мира, чемпионат Европы по футболу. И этот музей называется «Брама Познания». Сейчас я туда пойду, потому что дождь, к сожалению, нереально. Это я под мостом стою. Вон там мост такой сделан специально пешеходный, там цитадель, и после цитадели мы можем войти непосредственно в сам музей. Пошли. И смотрите, как это раньше выглядело. Вокруг Познания был раньше построен целый оборонный комплекс с башнями, со стенами. И вот она, Брама Познания. Сейчас, как вы видите, на другой стороне сделан мультимедийный музей. Ну, а тут, я так понимаю, что будет реконструкция. И вот они, одни из ворот. Ну что, будем заходить вовнутрь. Вот это мы находимся на этом мостике. Смотрите, как все действительно очень современно сделано. А вон там, на той стороне, я была на этом мосте и вам рассказывала про этот музей. Ребят, в этом музее Брама Познания будьте внимательны, потому что билеты продают на конкретное время. Я не знала, и мне сейчас придется полчаса ждать входа, и я как бы эти полчаса теряю, а могла бы где-то еще какую-то локацию посмотреть. Это раз. Второе, билет стоит 28 злотых. Ребят, я забыла сказать, что аудиопроводник, он тоже в цене билета, но я уже прошла 3 зала и просто хочу поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Обязательно сюда приходите. Если вы хотите ощутить на себе, что такое значит современный музей, обязательно сюда приходите. Потому что все интерактивно сделано. Аудиопроводник. Вот я сижу около зала, где типа картины, и тут сам проводник ходит из картины в картину и нам рассказывает историю. Это, ну, как, знаете, мне напоминает Гарри Поттера, когда картины оживали. Вот такое ощущение у меня сейчас тоже есть. Все можно пощупать, все можно пролистать. Пролистать в смысле электронные книги такие, и ты их листаешь. Я узнала столько нового, но тут настолько поглублена история города Познань. Очень интересно. Очень интересно, как это расположение Познания на этих островах, почему именно один берег, а не другой, почему именно остров Тумский. И, кстати, это, оказывается, не байка, что здесь похоронен в катедре, в которой я была перед этим, катедре Святого Петра и Павла, действительно здесь похоронен Мешка I и Болеслав Хоробрый. Есть отдельная экскурсия по подземельям костела, но я, к сожалению, уже не успею, но она есть, так что имейте в виду. Знаете, я вам дам еще одну рекомендацию. Сначала идете в этот музей, а потом идете в катедру и гуляете по острову Тумскому, потому что в этом музее вы очень много узнаете и о катедре, и о острове Тумском, что мне хочется сейчас вернуться, например, в катедру и еще раз пройти. Не знаю, хватит у меня времени или нет, но такая рекомендация. Сначала музей, потом все остальное. Что ж, друзья, вышла я из этого чудеснейшего музея. И, кстати, билет в этот музей, он еще и распространяется на весь остров Тумский. То есть, если вы купили билет и взяли аудиогид, вы идете с этим аудиогидом потом еще и в катедру, и в другое там помещение. То есть, супер предложение, но у меня нет времени на это предложение. Я бегу дальше. Ребят, я пришла в Императорский замок, вернее, не в Императорский замок, а к Императорскому замку. И как вы думаете, что здесь? Здесь тоже большая стройка, и здесь тоже все обгорожено, ближе не подойдешь.
Я приехала как раз в период, когда Познань в большой стройке. Я уже поняла, как назову свое видео. Так вот, этот замок, он был построен для последнего прусского императора Вильгельма II, который в то время контролировал Великопольский край, и в то время это была Пруссия. И император сам лично участвовал в разработке дизайна этого замка, как внешний вид, так и всю внутренность тоже он взял под свой контроль. Но с этим замком тоже связана немного трагическая история. Во время Второй мировой войны, во время фашистской оккупации именно здесь базировались фашистские отряды, высшее нацистское руководство. Поэтому у поляков в то время не очень были хорошие ассоциации с этим местом, и даже рассматривался такой сценарий, что после войны этот замок снести. Но, как видите, сейчас он стоит. Сейчас этот замок – это одна из достопримечательностей Познания. И сейчас в этом замке находятся разные ресторанчики, разные кафешки. Я очень рада, что это здание таки не снесли, потому что сейчас у этого здания совсем другая история, новая история. Ребята, я нахожусь в районе Шлётка. И здесь, в этом районе, что не здание, то какое-то историческое здание. Очень велика тут и долга история этого района, потому что раньше это был отдельный град. Если вы будете в музее Познания, Брама Познания, то вы будете понимать, о чем я говорю. Так вот, чем еще славится этот район? Конечно же, тут какая-то совсем другая атмосфера, если честно. Как будто там, не знаю, слышно или нет, играют живую музыку на пианино, поют. Там какой-то маленький базарчик. Вон там вот это вот разноцветные дома, это на самом деле мурал. И мурал так очень реалистично нарисован, что вот я даже смотрю сейчас на телефон, у меня такое ощущение, что это просто какие-то там дома на заднем плане. Но нет, это мурал, и этот мурал нарисовала польская художница. Ребят, а я пришла на Мальту. Это озеро называется Мальта, и оно искусственно создано. Длина этого озера 2 километра, а располагается оно на 67 гектаров. И кроме того, что это такой себе оазис в городе, на этом озере часто проводятся чемпионаты различные по байдарках. И плюс на территории этого озера очень много развлечений. Одно из таких – это лыжный парк. Так что вы можете кататься на лыжах, не дожидаясь зимы. Также еще одно из развлечений: вокруг озера можно прокатиться на детской железной дороге. Ребята, именно в этом месте, именно в этой оазе я буду прощаться с вами, и я буду прощаться с городом Познань. Если честно, мне чего-то не хватило. Возможно, вина тому погода. Возможно, виной тому реконструкция рыночной площади. Возможно, виной тому то, что мне чуть-чуть не хватило времени. О, видите, как раз вагончик едет, как раз вот этот поезд едет вокруг озера. Да, мне бы еще парочку часов, потому что как-то все очень в таком темпе, хотя, я не знаю, на другие города мне как-то все удавалось планировать, тут как-то не очень. Поэтому я заявляю официально: в Познань я еще вернусь обязательно. Вернусь, чтобы насладиться ним на все 100%, потому что сейчас я чувствую, что у меня где-то 80%. Поэтому спасибо, что вы это видео посмотрели до конца. Спасибо, что этот день вы провели со мной. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующих городах, в следующих видео. Пока-пока. Cześć wszystkim.